Кто не спит из-за тебя ночами? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и делиться этим видео. И смотрим сигнификацию, в каких же энергиях вы находитесь и вообще ваш ли это расклад. Хоть некоторые мальчишки уже смотрят просто как кино, сериал, да. Кто-то просто посмеяться, потому что знают, что у меня, иногда такие необычные бывают расклады, да, мы можем и пошутить, и поприкалываться. Погнали. Итак, какие энергии, что о вас мне поведает Таро? Для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео, все как всегда. Обожаю эти карты, я думаю, тоже они вам понравятся, кто не видел, да. Очень такие говорящие, и вообще эти карты можно считывать даже по одной. В принципе, можно одной картой много чего рассказать. Вы человек, который, знаете, живете, наверное, все-таки на повышенном уровне тревожности. Несмотря на то, что, да, вы можете производить очень серьезное, такое брутальное даже впечатление, чисто внешне, да, в душе у вас совершенно другие эмоции. Может быть, буря эмоций, буря страстей, но внешне ни один мускул не дрогнет, ничего вы не покажете никогда. И несмотря на вашу такую вот серьезную внешность, да, уверенного, может быть, даже в себе человека, вы порой очень часто сомневаетесь, очень часто, может быть, колеблетесь, да, вот по поводу и принятия каких-то решений. Вам тяжело довериться людям, вам тяжело открыть свою душу. Я думаю, что это было до какого-то определенного периода. Почему? Давайте вот уточним, почему вы стали таким. Потому что в вашей жизни была история, это любовная история, которая вас много чему научила и, конечно же, много боли и обиды принесла. И с тех пор, когда у вас начались такие вот личные перипетии, да, с женщиной, мы не будем сейчас об этом говорить, просто вскользь упомяну, вы стали другим, вот другим кардинально. У кого-то поменялись, может быть, даже вкусы, у кого-то поменялась внешность. Вот после того, как, может быть, вы там разошлись, допустим, с женщиной, вы могли реально, кто-то занялся собой, да, кто-то начал спортом заниматься, кто-то, может быть, стиль поменял. То есть в вашей жизни какие-то кардинальные перемены, как будто вы другой человек. Вы можете даже по самоощущениям чувствовать, что что-то в вас поменялось, может быть, даже что-то как будто надломилось. Давайте сделаем как раз по этому поводу маленький опрос. Напишите, ребята, в комментариях. Есть у вас ощущение, что, допустим, как вы потеряли свою женщину, да, как разошлись там, ощущение того, что что-то в вас изменилось, либо надломилось. То есть какие-то такие кардинальные перемены произошли. Если такого нет, то пишите «нет». Вы знаете, вы очень такой человек, который может приспособиться, в общем-то, к любой ситуации. Вы выносливый, вы, в общем-то, смелый человек, вас тяжело чем-то испугать. Это все идет, опять же, из прошлого. Мы не будем ничего конкретизировать, да, потому что у вас много разных историй. Я скажу просто в целом. Вы стали настолько, наверное, я не знаю, как железобетонным, настолько выносливым, настолько, может быть, даже в каком-то смысле терпеливым. Да, вы можете переживать, страдать, болеть, но вот надломить вас очень и очень тяжело. Жизнь вас просто закалила, если так коротко сказать. И опять же, да, несмотря на то, что происходило в вашей жизни, от тягостных моментов было, хоть отбавляй, проблемных таких серьезных моментов тоже было. Были у кого-то кризисы и по финансам, были кризисы, связанные даже с вредными привычками, у кого-то проиграется, да, но это скорее вредные привычки были просто, чтобы, скорее забыться, да, не потому что вот вы такой-сякой, да, и там где-то под забором валяетесь, нет, просто чтобы, вот как говорится, напиться и забыться, да.
Но вас, в общем-то, ничего не надломило. Вы четенько поставили себе цель. У каждого она своя. Вы идете к этой цели. У кого-то эта цель может быть там заработать много денег, у кого-то найти женщину для семьи, да, у каждого это своя цель. Кстати, можете прописать в комментариях, какая у вас цель на сегодняшний день, ну такая самая большая, глобальная. И вы четко идете по своему пути. И как бы вас там не отговаривали, не сбивали, может быть, друзья, приятели, родственники, какими-то своими советами, вы больше никого не слушаете. Вы очень дорожите своим домом, ну, либо же квартирой, да. Вы любите, наверное, там каждый уголочек, потому что много чего сделано, либо же куплено вот вами, ну, либо же сделано вашими руками, да, если вот вы принимали участие там в ремонте, либо в постройке этого дома. Но единственное, что это не хватает пары. Вот у многих проиграется, что не хватает пары для такого, ну, наверное, полного счастья. Если есть финансовые проблемы, это одно. Но когда не хватает пары, то здесь, конечно, вам еще тяжелее переносить тяготы. Вы человек, который нуждается в паре. Вам плохо и некомфортно без любимой женщины. И опять-таки мне показывает, что есть среди вас те, кто надеется на возрождение прежних отношений. Но есть, которые вот не могут отпустить, которые не могут забыть свою женщину и готовы закрывать глаза на все. Вот только бы она была рядом. Но это такое, знаете, сродни какому-то как гипнозу, да, вот вы можете сами думать, может быть, она меня приворожила. Может быть, там еще что-то такое сделала, какие-то ритуалы, да, чтобы вы не могли ее забыть. Может тоже так проиграться. Ну, давайте-ка теперь, мальчишки, смотреть, кто же не спит из-за вас ночами. Мне самое интересно, кто не спит из-за вас ночами. Давайте-ка смотреть. Это женщина. Между прочим, я скажу так. Ну, поскольку это общий расклад, здесь даже может проиграться у кого-то ни одна женщина не спит из-за вас ночами. Женщины разные. Женщины разной комплекции. Женщины и помоложе, и постарше. Ну, а особенно я бы выделила одну такую довольно симпатичную молодую особу. Она как будто наблюдает за вами со стороны. Вот такая вот, знаете, влюбленная дамочка, влюбленная, но почему-то такая то ли стеснительная, то ли боязливая. Может, еще здесь комплексы могут проиграться. Она пытается, ну так, держать в узде все свои, ну, какие-то порывы к вам, да, вот она, когда вас видит, она может теряться, она может краснеть, она может даже, у кого-то может проиграться, что она, ну, чуть ли не убегает, да, чтобы быть подальше, только чтобы как-то вот ничего лишнего не сказать, не сделать. Ну, уж слишком как-то она себя так ведет, знаете, вы можете даже не подозревать, что вот эта дама в вас влюблена, она не спит ночами, она думает о вас. Вы для нее как какой-то вот еще мудрый наставник. Вы можете периодически вести какие-то задушевные беседы, да, вот как бы она стеснительной, там, робкой не была, но, тем не менее, периодически вот в разных ситуациях вы с ней пересекаетесь, в разных местах, вы знаете, вот кто меня смотрит, я специально, вот принципиально, я не привязываюсь к месту, я не хочу вас программировать и говорить, что вот вы там с ней где-то в парке на лавочке, да, будете сидеть, либо на работе. Нет. Это общий расклад, поэтому я говорю в общем. А уже где вы с ней будете пересекаться, это уже у каждого будет по-своему. То есть вы периодически общаетесь, ее привлекает не только вот ваша внешность, но и какая-то житейская мудрость. Потому что, во-первых, вы старше, вы умнее, вы мудрее, вы такой харизматичный мужчина, да, может быть, кто-то брутальная внешность, у кого-то есть, как я уже сказала, а такие мужчины очень привлекательны для женщин. Она уже очень, даже, я думаю, давненько так мечтает о вас, об отношениях. Ей очень хочется именно отношений с вами. Не просто там где-то ночку провести, а вот именно отношений.
Эта женщина, знаете, вот она как будто смотрит на вас. Мне кажется, наверное, ну, я пытаюсь просто вам информацию донести так по-простому, чтобы было понятно. Мне кажется, что эта женщина, вот когда она вас видит, ну, там срабатывает на физиологическом уровне, наверное, все, что только можно. То есть вы ее будоражите. Вы ее будоражите кровь, вы вызываете у нее, наверное, такие вот реакции, всплески адреналина. Она может краснеть при вас, могут расширяться зрачки, вы знаете, да, о чем это говорит. Но такое своего рода возбуждение, да, вот на физиологическом уровне. Поэтому, знаете, она не только ночами о вас думает и не спит, она, наверное, все-таки думает круглосуточно, особенно когда вы пересекаетесь, но это для нее своего рода такое счастье. Раньше у нее не было такого с мужчинами. Вот как-то вы заполонили весь ее мир. И сейчас вот она не замечает вообще никого, кроме вас. Давайте посмотрим, что из этого может произойти. Вот просто уточним, да, может ли что-то из этого произойти. Здесь могут со временем начаться отношения, но я не скажу, что они будут очень стремительно развиваться. Во-первых, у кого проиграется большая разница в возрасте, вы можете задумываться, что, ну, как бы она мне в дочери годится, да, у кого так проиграется. У кого-то могут быть мысли, что да нет, да она слишком там хорошенькая для меня, там еще какие-то свои комплексы, да, зажатости. Плюс еще у кого есть финансовые проблемы, вы можете задумываться, что ну вот какие отношения, если мне нужно решать вот сначала в первую очередь какие-то рабочие моменты, финансовые моменты, да, потому что как любой нормальный мужчина, вы думаете на 10 шагов вперед и взвешиваете, а что я смогу дать этой женщине, да, я не говорю про дорогие подарки сейчас, а просто банально там в какое-то кафе сходить, цветочки подарить, либо еще что-то, ну то есть такой вот позиции. Здесь тоже можете немножко стопорить. Но, в общем-то, если взять в целом, да, здесь могут быть довольно неплохие, долгоиграющие перспективные отношения, которые не начнутся с таких вот страстей. Вы можете общаться как друзья, потом это будет такое своего рода сближение с этой женщиной. Будет такое, знаете, медленное развитие, вот скорее медленное. Но чем больше вы будете общаться с этой дамой, если вы захотите, да, потому что Таро это как подсказчик, ребят. Я уже как-то говорила, что Таро это не значит, вот все я сказала, и это все, точка. Таро это подсказчик, вот я вам говорю, если вы захотите быть с этой женщиной, вы можете, да, будет так-то и так-то. Вы можете принять другое решение, и у вас будет совершенно другая жизнь, другой может быть женщиной, да, но мы вот говорим о конкретной. То есть это могут быть такие степенные, спокойные отношения, спокойное такое развитие отношений, когда вот все как-то происходит неторопливо. Здесь нет такого, знаете, как вот два любовника встретились, порвали друг на друге одежду, разбежались, почудили там и так далее. Здесь спокойно, вот вас может привлекать именно спокойность такая вот вашего общения, некий такой комфорт, ненапряжность. Эта женщина не будет за вами бегать. Вот да, она мечтает, она не спит ночами, она думает, она хочет быть с вами в отношениях, но она не из тех наглых дамочек, которые готовы там стоять и караулить, где-то у вас забрасывать смс-ками. Нет. Здесь оно как-то само собой выйдет на эти отношения, но опять же, если вы захотите того. То, что вам будет с ней вот именно комфортно, гармонично внутри, это однозначно. То, что вы посмотрите на нее немножко под другим углом, вы даже я думаю, те, которые будут сомневаться по поводу хоть возраста, хоть еще каких-то там моментов, да, которые вас будут настораживать, со временем, когда вы ее увидите, услышите ее мнение по поводу каких-то разных ситуаций, да,
ну, поскольку вы будете общаться на разные темы, да, там о своей жизни она расскажет и так далее, вы сможете понять, что она вот настоящая. Она непритворная какая-то, она без лицемерия. Она вот такая, какая есть, может быть, даже с долей наивности. И это очень вас сильно тоже зацепит. Вам будет с ней уютно и тепло, а это очень-очень важно в отношениях. Также вам будет очень импонировать то, что эта женщина не будет требовать каких-то подарков, она не будет ни намекать ни на что. Вот ей нужны только вы, вот такой, какой вы есть. Ей хорошо, когда вот вы просто рядом. Знаете, как бывает ощущение, когда ты держишь за руку любимого человека, и тебе уже классно. Либо же тебе классно, когда он просто находится рядом в одной комнате, хоть вы и занимаетесь каждый своим, но вот это ощущение комфорта, да, что вот он или она рядом, ну это непередаваемо. Я думаю, вы в свое время это все испытывали. Поэтому, мои хорошие, вот я бы выделила эту одну юную особу, хоть я так утрирую немножко, она может быть и не очень юной, просто с вами разница в возрасте. У кого-то может быть там 2 года, у кого-то 5, у кого-то 10, поскольку это общий расклад. Здесь нельзя привязываться четко к одному возрасту, там, к цвету волос, как я уже говорила. Это всего лишь общий расклад. Я еще скажу вскользь, что есть женщина, которая может быть даже чуть постарше вас, которая вами интересуется. Но эта женщина, она такая покрупнее. Я буквально 2 слова скажу, чтобы вы понимали, да, что особенно те, которые, может быть, переживаете, что никто меня не любит, никто не приголубит, никому вы не нравитесь и так далее. Еще одна женщина постарше, которая мечтает о вас, она более крупной комплекции, она тоже своего рода такая няшечка, но единственное, что здесь на любителя, да, поскольку женщины в теле, далеко не всем нравится, ну, наверное, большинство все-таки любят стройняшек, да, никого не хочу обидеть, на вкус и цвет товарищей нет. Эта женщина тоже о вас мечтает, поэтому обращайте внимание, ребят, а может быть, все-таки она рано или поздно себя выдаст. Но сегодня мы не об этом, я просто вскользь сказала, что ни одна женщина вами интересуется, поэтому не расстраивайтесь, все у вас наладится, чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!